Привет, мои дорогие девочки, привет, мои хорошие. Как у вас дела? У нас сегодня будет с вами стрим, девочки, на тему, что он хочет. Ну и посмотрим, что он хочет вообще от жизни и от вас, да? Будем смотреть, что будет получаться. Потом, чего он ждет и о чем он волнуется, да? Потому что, девочки, мужчины иногда мало уделяют времени нам, женщинам, да, и вообще чувствам, только из-за того, что у них что-то другое на уме. Сейчас мы будем с этим разбираться. И будем сразу 3 вопроса рассматривать. Что он хочет, что ждет и о чем он волнуется. Привет, мои дорогие. И потихонечку мы с вами будем тут собираться. Подождем еще, кто придет, девочки, потому что, еще раз скажу, всегда это говорю, почему сразу не начинают. Потому что в стримах поздно приходит оповещение. То есть, если видео записано, то вы можете сразу его смотреть, да? А в стриме, получается, куда пришел, туда пришел. Привет, привет, мои дорогие. Привет, мои котики. Привет, мои сладкие сладуси. Тут спрашивает девочка, как посмотреть, если негатив? Негатив вообще можно смотреть на игральных картах, девочки. У меня, кстати, есть плейлист, который называется «Либо магия работает», и еще другой там «Ведьмовские тайны», и там у меня есть, как на игральных картах его смотреть, этот негатив, да, на себе. То есть загадываете себя дамой, какой-то дамой, какой вы себя чувствуете. Даже если вы ошибетесь, а при наведенных, например, негативах, это очень легко ошибиться. Но просто назначайте и смотрите, если вокруг вас кольцо из пиковых именно карт. Если есть, то значит негатив есть. Может оно порванное быть. Ну, то есть вокруг по 9 карт в 4 ряда выкладываете прямо всю колоду, смотрите, где вы. И если вокруг кольцо из пиковых карт, значит и негатив есть. Если порванное кольцо, это значит старое, например, порча, да. Ну, короче, я там много где рассказываю, как можно посмотреть, девочки. Привет, котики. Нальчику тоже привет. Привет, девочки, всем городам, весям и странам. Ну что, мы будем смотреть тему, что он хочет. Будем на демоническом и на Монаре смотреть. Ну, а пока мы собираемся, девочки, давайте опять потренируемся. Почему бы нет? Надо тренироваться. Потому что вот кто тренируется, тот, как говорится, потом и больше про себя понимает. А где мы можем с вами потренироваться? Никто же рядом не будет так раскладывать. Даже если пару раз попросишь, пару раз сделает, а потом типа, все, отстань, девочки. И так мы не занимаемся, да, экстрасенсорикой. А тут маленькая такая тренировка, причем вы можете и посмотреть, как другие отгадывают, да, комментарии почитать. Мелисса, не переживай. То, что у тебя каждый раз не получается, это не говорит, что ничего нету. А это бывает так, что ты сейчас не угадываешь. Почему? Надо вот в совокупности взять. Почему? Можно попробовать еще где-то увидеть видео, а возможно у тебя по видео не идет. Может, попросить надо кого-то. Я, например, когда даже шла с человеком и говорю, представляй что-нибудь, а я вот тебе буду описывать, что ты сейчас представляешь, да? Даже так делала. Ну что, девочки, тут у меня опять что-то спрятано. И вы попробуйте, мои дорогие. Подумайте. Не обязательно угадывать сразу предмет. Надо почувствовать, что вам будет идти. Форма какая. Может, вы видите цвет. Или вы можете вообще не видеть ни формы, ни цвета, ни что это, и ни с чего сделано. Но можете угадать, кто это сделал. Или что этим предметом делают. Некоторые очень хорошо указывают, сколько это примерно стоит, да, то есть дешево или недешево вот в своей валюте. У меня есть тоже такая игра, тренировка. Даже на кассе, например, в магазине я беру, я, в принципе, не особо считаю, сколько я там в магазине продуктов взяла, но когда я становлюсь в очередь, у меня первая идея фикс угадать цену, сколько я за это заплачу. И у меня вот это, кстати, точно хорошо. Вплоть до рубля, редко ошибаюсь. Причем не считала заранее, просто
Вот так смотрю, сколько там будет показываться. Зелененькими цифрами светиться на кассе. Ну что, мои дорогие, отгадывайте, угадайте, что здесь. Форма, цвет, материал, из чего это сделано. Но это, знаете, нас особо, кстати, не особо важно. Знаете, я тут положила такую вещь, у которой важно, для чего эта вещь вообще нужна. Для чего, девочки, нужна? Какое действие можно сделать с этим предметом? Для чего это нужно? Может, функцию кто-то назовет, девочки? Что с этим делают? Ну что, котики мои, тогда открываю. Давайте посмотрим. Это, девочки, вот такая вот штучка. Спички, девочки. Так что, кто видел красное, желтое, девочки, и все такое, обратите внимание, может кто-то вот реально звук слышал, да? Вот они, девочки, спичечки, тут их много, точнее, да? Не полный коробок, но все же. И я еще взяла такие спички, которые я зажигала, то есть это не новый коробок такой, да? А именно спички, которые уже зажигала, то есть тут уже производила вот это действие с ним. Вот такие вот дела. Да, девочки, вы супер, вы молодцы, да. И даже что зажигалка, это действие по зажиганию огня. А не то, что там форма. Ну, похоже на зажигалку, да, но это и есть, в принципе, почти зажигалка. Вот такие вот дела. Все, мои дорогие, тогда мы начинаем. Разогрели мы с вами экстрасенсорику, а сейчас будем продолжать ее разогревать, девочки. На картах у нас будет 4 варианта и такое гадание на 3 даже вопроса, на 3 действия. У нас будет глагольное гадание, девочки, да. И обратите внимание, все гадания, да, они в основном основаны на глаголе, на действии каком-то, да. Какое действие мы будем рассматривать? Что он хочет, что он ждет и о чем он волнуется. Хочет, ждет, волнуется. Что он хочет в этой жизни, чего он ждет в этой жизни, кого он ждет в этой жизни и о чем он волнуется, то есть от чего у него идет такая вот какая-то вибрация. Кстати, девочки, насчет коронавируса, да, хочу вам сказать. Коронавирус сейчас лечат таким гормоном, забыла, как он называется, вылетела прямо сейчас, дексаметазон, по-моему. Капельницы ставят людям в больницах, да? А почему гормон лечат? Потому что гормон же не напрямую влияет на коронавирус, но почему-то гормоном лечат вот вирус этот. Почему? Потому что, вот это я объясняла, кстати, человеку, который лежит в больнице, да? Потому что гормон, он активирует иммунную систему, и только иммунная система может побороть вирусы. А вирусы — это самый маленький организм, который имеет минимальный, но какой-то интеллект, точнее даже стайный. И между вот этими вирусами, вот откуда эта стая вдруг разворачивается, куда-то бежит. А он же не один вирус, да, у него там мозг есть. Нет, у них такой общий мозг, да, и они вот, как говорится, вот чуть-чуть телепатии у них есть, что-то похожее, как мы, люди между собой телепатически можем общаться, но мы этим практически не пользуемся, потому что нами управляют, да, нам говорят: вставайте в 8, идите на работу, приходите в 5, мы дадим вам столько денежек, за эти денежки вы можете купить столько-то там продуктов и все остальное. А вот вирусы, они живут вот своим этим интеллектом. И смотрите, да, гормонами лечат. И для того, чтобы вылечиться, да, в больнице, или вообще даже, если кто-то на дому, вдруг у кого-то чего-то, девочки, да, надо, как я говорю, надо вырабатывать в себе гормоны другие. Дофамин,
эндорфин, гормоны счастья и радости, или вызывать в себе такую ярость для того, чтобы включился азарт и представлять себя победителем, предвкушение праздника, вот эндорфины, дофамин, чтобы вот гормоны радости, эйфории, влюбленности, вот в это, и это реально убивает, потому что тогда вирусы не могут с гормонами этими справиться. И тело, получается, включает иммунку, иммунную систему, и иммунная система борется. Это я про более-менее здоровую говорю. Если у кого-то поломанная уже иммунная система, да, там заболевания такого типа СПИДа, к примеру, гепатита того же, да, или какие-то иммунные сбои, то тут, конечно, все сложнее. Но вирусы надо выгонять. Это живой организм, его надо выгонять собственной, вот прям силой воли. Так что такие вот дела. И вот Организация Всемирное здравоохранение, она тоже лечит гормонами. Как можно гормонами что-то вылечить? Нет, нам можно включить иммунную систему. Но это так, девочки, немного отвлеклась. Давайте посмотрим, что он хочет, ваш мужчина, что он ждет и о чем он волнуется. И вот это вот слово «волнуется», это мы будем говорить про его практические гормоны, про его эту вибрацию, от чего его колотит, да, что заставляет его жить или вести себя не совсем внятно, понятно, адекватно ситуации, да, или согласно какого-то отношения к другому человеку. Да? То есть мы в болезни можем отвергать наших любимых, мы можем капризничать и обижаться. Любой больной человек, он капризный, обиженный на мир и все остальное. Поэтому к ним надо так нежнее относиться. Вот такие дела. Ну что, мои дорогие, поехали. Загадывайте здесь мужчину, где здесь он лежит, ваш мужчина. И будем смотреть, что он хочет от вас, что он ждет и о чем волнуется. Потом вторую карту, сигнификатор на второй вариант. Что он ждет, что он хочет, о чем волнуется. Третий вариант. Что он хочет, что он ждет, о чем волнуется. И четвертый вариант. Что он хочет, что он ждет и о чем волнуется. Сигнификаторы мы выбрали. Демоническое таро будем, девочки, докладывать. Я тоже надеюсь, что сегодня не зависнет. Но вчера на третьем варианте, если честно, если я этот третий вариант не особо даже хотела говорить, потому что там много такой фигни шло, а мне не хочется такие прям ужасные, трэшовые там расклады делать, да. Но я думаю, ну и завис, да, то есть я даже не вырезала, не переделывала, думаю, кто уже увидит, тот увидит, кто не увидит, и ладно, девочки. Ну что, давайте посмотрим. Загадывайте, котики. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Что он хочет, что он ждет и о чем волнуется. Спасибо, Аурика, на конфеты. Да, девочки, и причем это вот, мне сейчас конфеты как никогда нужны. Ой, ну что, поехали. Что он хочет, что он ждет и о чем волнуется. Первый вариант, мои дорогие. Посмотрим. Что он хочет, что он ждет и о чем волнуется, девочки. У него проблема со сном. Он либо плохо встает, плохо ложится, сбит какой-то режим дня. У него нездоровый сон у этого мужчины. Очень нездоровый сон. Ночью просыпается, может в каком-то липком холодном поту, нервничает, да. И вот ночью, что я, кто я, где я, может пойти, если курит, покурить, попить воды ночью, да. И у него, получается, нету такого, что вот выспался и хорошее настроение. Нет, девочки, он плохо спит, плохо спит. Почему-то какая-то идет, либо это холодная постель, либо липкий холодный пот такой, да, вот как-то не спится из-за того, что, может, это холод какой-то идет. У него проблемы со сном. Хорошо, давайте посмотрим, что он хочет. Уставшие девочки, но еще и паш воды. Ой, паш огня. А что он ждет? И о чем волнуется он?
Девочки, если вы поссорились вот с этим мужчиной, если вы с ним в ссоре, да, я вам скажу, что он очень сильно переживает. Причем это даже не на психологическом плане, сколько в плане тела. Если вы с ним поссорились, вы, наверное, кинули какой-то, вот как в человека кинешь какой-нибудь энергетический удар, да, либо сглазишь его, либо обозлился, да, и у человека все падает с рук. Вот у него реально проблемы со сном и бодрствованием, причем такие конкретные, я бы даже сказала. Дальше, как затуманенное сознание. Потом выпадает девочки, что он как насильно, да, разлучен. И причем здесь вы выпали королевой огня, а он пажом огня. Он уставший, он не может бороться. Это, знаете, раненый на поле боец, да, который, в принципе, что-то с ним такое серьезное произошло, и он еще на поле боя летит, пули свистят, а он ничего не может делать ни назад, ни туда, никуда, никто за ним не приходит. И в этом виновата женщина, если вы с ним поссорились. Если вы не ссорились, девочки, да, то я вам скажу, что тут какая-то другая, может, женщина виновата в его этом состоянии. Вот конкретно. Если искать тут виноватых, то виновата женщина в том, что у него страдает его физическое тело. Доли нет у девочки у него. Он как обездоленный. А давайте еще посмотрим. Что-то он какой-то странный сегодня выпал. Что он хочет вообще? Что он ждет? О чем волнуется? Тут и опять о чем волнуется, там выпадала королева огня, и тут выпадает королева воздуха. Его сильно задела женщина. Либо это, девочки, вы, если вы с ним в ссоре, либо кто-то просто взял и его раздавил, как таракана, пятой точкой. Вот честно, да. Это может быть мать, это может быть какая-то начальница на работе. Это может быть, не знаю, кто-то, кто на него имеет такое влияние, что может этого человека просто взять, как жуку лапки отрывать, да, и он ничего с этим не может же сделать. У него такое состояние, вот как липкого холодного пота, не спится, плохо ему, девочки, плохо. Еще и аркан старшей смерти выпал. Но он будет выкарабкиваться, да. Чего он хочет? Выпал император. Я хочу встать на ноги. Но чего он ждет, девочки? Тут как... Вот эта вот карта, пятерка огня, она все время, девочки, обозначает какую-то измену. Или двух женщин, два огня, между которыми находится мужчина. И не всегда это там жена и любовница. Это может быть вот какая-нибудь другая властная женщина, две властных женщины. Игры этих, козни властных женщин. Но насчет того, что он волнуется, на вопрос, да, выпали то королева огня, то королева воздуха, да, то есть в его хреновом состоянии по-любому виновата женщина, причем она не психологически на него влияет, да, у него болит тело, он как избитый, ему вырвали лапы, зубы, там, не знаю, накрутили уши, девочки, какое-то такое, и это... Если бы это было чуть-чуть, ой, немножко покраснело, или там эти вот дрыжики или мурашки по телу пошли, да? Нифига, девочки, опасно, тяжело. Ну ладно, давайте посмотрим тогда на демоническом таро, что тут еще такого. У него сбой, у него конкретно сбой здесь. Его как, вот прям, знаете, морально и нравственно и физически изнасиловали. Вот просто изнасилованный человек. Что он хочет хотеть? Он в будущее не может смотреть. Ему бы восстановиться, травок попить, как говорится, протеиновых коктейлей. Его надо восстанавливать. Супчика куриного, девочки. Или супчика на уточке. Ну, кто вегетарианец, на морковочке. Знаете, вот когда человек болеет, да, такое состояние, о чем он может думать? Лишь бы выздороветь, а потом посмотрим. Давайте посмотрим еще, девочки.
Что он хочет, что он ждет, о чем волнуется. Ну вот смотрите, восьмерка мечей, восьмерка кубков. И между ними еще и повешенный выпал. То есть то же самое повторяется на демоническом таро. То же самое, девочки. Но, смотрите, восьмерка и восьмерка, две восьмерки, они зеркалят друг друга, да. Виновата женщина, девочки, любовная тема тут. Из-за чего он повешенный? По любовной теме. По теме того, что кубковая женщина, да. То есть женщина на него как-то так повлияла, что он такой вот дохлый. Женщина его... И причем это не то, что там любила его или дала, или еще что-то. Нет, девочки. Просто его прибила, огрела скалкой, там, я не знаю, обозвала, да ты никчемный, ты там ничтожество, или, короче, можно по-разному шантажировать, давить и говорить там гадости, да. И вот он такой, девочки, и повешенный еще, к тому же, на физическом плане. Хреново ему. А что его тут смотреть, девочки? Вот реально сейчас не посмотришь. Надо ему выздороветь, чтобы нормальным был, чтобы смотреть этот первый вариант. Так что, чего он хочет? Выздороветь. Чего он ждет? Я бы сказала, что ничего не ждет. Но волнуется из-за того, как к нему относится определенная женщина. Волнуется, переживает. Вот такой вот, девочки, первый вариант. В принципе, знаете, вот что он про него сейчас больше сказать? Да и ничего не надо говорить. Пусть выйдет с этого состояния, будет нормальным, будет смотреть в будущее. Так, давайте посмотрим второй, девочки, вариант. Что он хочет, что он ждет и о чем волнуется. Сила, девочки, выпала. Посмотрим, что он хочет. Боже, какой самоуверенный. Ой, боже мой. Девочки, какой он самоуверенный. Причем я вам скажу, вот, да, старшие арканы выпали. Но мне еще так пришло, как будто этот мужчина смотрит как в монитор чего-то. Как фильм какой-то смотрит. Может фильм, может, знаете, смотрит как какой-то, как в онлайн-камеру какую-то на что-то. Ну, короче, что-то такое. О чем волнуется. Самоуверенный мужчина, очень, в свои силы очень верит. Верит, что он такой классный, непобедимый, крутой. Дальше, то, что он очень много всего знает, и он очень четко знает, к чему он придет в этой жизни. Он считает, что он будет самым богатым, дом построит, дерево посадит, сына вырастет, машину купит, короче, до звезд долетит, космонавтом станет и фамилию поменяет на Гагарин или еще какой-нибудь. Очень самоуверенный мужчина. Дальше, девочки, у него женщина не на первом плане, как можно подумать, да, у него на первом плане его самореализация. А насчет женщин я вам скажу так. Если вы думаете, что только вы им интересуетесь, это не так, мои дорогие. Есть у него еще, знаете, прям как у кометы хвост, толпа, очередь и женщин, которые бы хотели бы с ним быть, как ни странно. На чем это все основано? Не на том, что он имеет в реальной жизни здесь и сейчас, а основано на том, как он себя позиционирует. А позиционирует он, девочки, мать моя женщина, как он себя позиционирует. Верховный жрец под солнцем, да. Знаете, как Людовик XIV был такой король, стародавние времена. И все его называли, точнее, он сам себя называл Людовик XIV солнце. Понимаете? Ваше Величество солнечное. И вот Ваше Величество тоже о себе много что возомнило. И у него, в принципе, любовь не на первом плане. Да? Он такой тактик у вас, стратег вообще во всем. И у него, смотрите, если это свободный мужчина, да, он, в принципе, очень себя может показаться, что надменно ведет в каких-то компаниях, да, или, например, к нему не каждая подойдет знакомиться, но многие на него смотрят, на этого мужчину. Причем много очень женщин, коллег, да, которые, например, знаете, молодые девочки там, или не молодые девочки приходят на работу, смотрят на мужчину, они еще не разобрались, кто есть кто, но вот его увидели, и все, внимание, он прикалывает к себе внимание, да, но
Потом уже, когда женщина разбирается, она уже там через неделю, месяц, год, она уже видит, что кто есть кто, он ей подходит или нет. Но вот как только пришел, например, как в новый класс, я не знаю, как в новый коллектив, и видишь там какого-нибудь красивого мужичка, да, и думаешь, о, хи-хи-хо-хо, да, и дома кудри уже завиваешь, чтобы где-то он обратил на тебя внимание, хотя ты не знаешь про него что-то. И вот так вот женщины к нему, в принципе, и клеятся. То есть они на него обращают внимание, и уже начинают, знаете, там себе там, не знаю, что-то делать, чтобы где-то его внимание привлечь. Но он такой холодный, как айсберг в океане, надменный. Вот у него есть сейчас надменность. Так, что, девочки, он хочет в этой жизни? Самореализоваться, быть самым лучшим. Короче, он у вас такой. Лучше всех хочу быть, да. Но то, что он хочет, с тем, что есть на самом деле, может разниться. Например, девочки, есть... Я помню, девочки, у меня где-то канализация засорилась, да, и, короче, вызывала я этих бригаду аварийки, да. Боже, чтоб вы видели, какие они шли. Чувство собственного достоинства, чувство собственной важности просто зашкаливало, да. Прям, ну, не подойти к профессионалам своего дела. Ну, а просто, а с другой стороны, можно подумать, просто ремонтники пришли с аварийки, да. То есть, ну вот у него тоже ЧСВ прям повышенное. Женщины на втором плане. Хорошо, давайте еще посмотрим. Давайте на демоническом Таро посмотрим, что здесь. Уж очень много у него мыслей про себя любимого. Но еще там такая, знаете, все-таки огненная карта выпала. Он еще, я бы сказала, что экспериментатор такой. Постельный, да? Он даже вот, чтобы пик наслаждения испытать, тоже может на разные вещи такие пойти. Так, а на демоническом Таро что ты скажешь нам? Что ты хочешь? Что ты ждешь? И о чем ты волнуешься? Блин, как интересно карта сегодня. Демоническое Таро сегодня играет, девочки, да? Тут 8 повешенный, 8 было, тут 7, королева жезлов, 7, да? То есть фигуры окружены одинаковыми картами. Интересно. Ну что, девочки, я вам скажу, да? Насчет вас тут можно поговорить, потому что королевой жезлов тут выпали вы. Почему я это говорю, что это не другая женщина? Потому что, девочки, здесь выпала старший аркан силы выпал, да, 11-й. Вот такие вот карты, серьезные кармические карты, просто так не выпадают, да. То есть это мы их в первую очередь притягиваем, они на какого-то мужчину идут. То есть вот эта вот карта силы, она относится в первую очередь к вам, да. И значит, вот эта вот фигура, которая здесь легла, тоже относится к вам. Семерочки, девочки, пошли. Семерка кубков. Вот как минимум, если вы, например, хотите на него как-то воздействовать, то ли силой мысли, то есть еще кое-чем, девочки, той же магией, или все будет работать, да. То есть, как ни странно, он не может с этого выйти. Вы на него воздействуете. Так, что он хочет, девочки? Мы уже, в принципе, объяснили. Он о себе все думает, о себе. Но но тут, сейчас я подумаю, тут как-то вы прикольно выпали по отношению к нему. Тут какая-то загадка скрыта не в нем, а именно в вас по отношению к нему. Какой-то у вас особый статус по отношению к этому мужчине, девочки. Тут кто-то мог тут гадать на мужа своего, да, и получается, что, ну, муж и муж, да. А если это не муж, вот то, что интересно здесь, тоже какой-то особый статус вы в его жизни имеете. Даже не сколько в жизни, сколько вот в какой-то такой, знаете, человеческой иерархии.
И интересно, что вас показывает королевой жезлов. Даже если вы королевой жезлов не являетесь, эта женщина все время при деньгах. Это женщина, которая умеет зарабатывать деньги, работать. И она все мая, знаете, как на Украине говорят. Но вот эти вот семерки, они... Так, надо тут еще все-таки положить карт. Что он думает о вас, я хочу. Восьмерка. А что он хочет от вас? Пятерка кубков. А что он ждет от вас? Влюбленные. А, девочки, вот особый статус ваш. Либо он влюблен тут, влюблен или любит. Вот я говорила, да, что могут быть супруги. А тут, девочки, он к вам неравнодушен. Он очень к вам неравнодушен. Но знаете, в чем фигня? Вот этот статус ваш, и вот с этим арканом силы, да, вы как поезд, который на скорости 120 км в час, и может сейчас и быстрее, да, ездят поезда. Ну, короче, вы как стрела прям в его сторону летите, да, и он не знает, как реагировать. Но стрела — это стрела. А что вы с ним делаете? А какой конечный результат того, что вы хотите от этого мужчины получить? И получается, Получается, вот в этом раскладе карты разворачивают не в его сторону, а в вашу, да. Мы же гадаем на такую тему, что он хочет, что ждет и о чем волнуется, да. Но меня здесь развернуло на вас. Типа, а что ты хочешь, а что ты ждешь и о чем ты волнуешься? И все, что ты хочешь, что ты ждешь и о чем ты волнуешься, оно перекладывается на него через этот аркан, 11-й старший аркан силы, понимаете? Он, как это понять тогда? Он как-то зависим от вас, вот как супруг и супруга, да? Получается, если супруга волнуется, что-то хочет, все остальное, муж по-любому как-то за ней идет, да, или что-то помогает ей делать. А тут, получается, вот то, что вы хотите, что вы ждете, о чем вы волнуетесь, оно на этого мужчину перекладывается, да? И вот какой-то, вот это вот ваш статус какой-то, он просто должен просто выполнять то, что вы скажете. Но это я уже на каком-то ломаном русском говорю, но все же. Как будто вы должны указания ему какие-то давать, а он должен это выполнять. Но он не то, что статус этот с любовью девочки связан. Я поняла, почему я тут не могу сказать, девочки. Это какое-то слово мне неизвестное. Мне какое-то неизвестное слово, как он вас называет. Я не знаю, что это за слово. Я его просто не понимаю, это слово. Ну ладно, давайте посмотрим еще. Что он хочет, что он ждет и о чем волнуется этот мужчина. Второй вариант. Что он хочет, что он ждет и о чем волнуется. Что он хочет. Девочки, вот что тут гадать и говорить, одно и то же повторять. Первая карта, 11-й старший аркан, и тут опять перемешала карты, и опять 11-й старший аркан выпал. Хорошо, давайте еще. Что он ждет, этот мужчина? Девятка пентаклей. И о чем он волнуется? Вы его, девочки, как-то пробьете. Я не могу понять, я не понимаю, как. Вы его пробьете как стрелой. Что это за стрела? Может, кто-то, допустим, наводит на него привороты. Значит, этот приворот пробьет его, да? Но что-то, у вас какой-то удар энергетический в его сторону идет. И он должен выполнять то, что вы скажете. Вот что это значит. Почему это так происходит, фиг его знает. Ну, вы тут, конечно, даете, девочки, по второму варианту. Тут сила сильная, мощь мощная собралась. Вы с этого мужчины можете просто, знаете, не то что веревки вбить, просто его как в бараний рог этого мужчину сложить.
Не знаю, что хотите, можете с ним делать. Но тут, кстати, любовные карты выпали. Ему либо нравится, как вы себя ведете с ним, либо, девочки, это влюбленность и любовь. Мужчина, который подчиняется, становится на задние лапы перед женщиной. И тут может быть даже с феромонами что-то связано. Ну, вот такой вот, девочки. Очень странный вариант, когда я гадаю на мужчину, а мне почему-то разворачивает на вас. Я хочу посмотреть, как он смотрит на вас, да, а меня тут разворачивает, и как вы смотрите на него. Все зависит не от него, а от вас. Прикольный, конечно, вариант. Да уж. Ну ладно, давайте посмотрим третий вариант, девочки. Третий вариант. Так, чего он хочет, чего он ждет и чему волнуется. Тройка огня, девочки, выпала. Ну, сейчас посмотрим, кто это такая. Чего он хочет. Чего он ждет. И что его волнует, от чего он волнуется. Ну, капец, девочки. Я вам скажу здесь следующее, да. Кто на него сейчас... Вы или просто на него гадаете, либо вы вместе проводите время. То есть вы, например, с ним сейчас встречаетесь, видитесь, целуетесь, занимаетесь своими всякими делами пододеяльными или еще что-то. Ну, в общем, либо у вас тут тесно с ним контакт, да. И я вам скажу, что вы по энергетике, он еще к этому до конца не готов, к тому, чтобы проводить с вами время очень много всегда. Ему нужен отдых, девочки. То есть, например, не то, что каждый день там вы видите, да, а его надо отпускать, чтобы он там в своей пещере где-то посидел, почесался, пощипал брови там или постриг ногти, да. То есть ему надо то время, когда он может побыть самим собой, поковыряться в носу. Еще такой вариант может здесь быть, да, тут очень сильное активное влияние женщины идет, ну прям вообще, да, и то есть давай, все время со мной, я хочу это, хочу, то пятое, десятое, а он такой еще, знаете, еще не разогретый, как говорится. Хочется кушать, хочется вкусного борща, а его не разогрели, девочки. Надо разогревать еще больше. То есть подготавливать помедленнее, девочки, его крутить. Помедленнее, но почетче. Если, девочки, он с вами не общается, если он вас, например, игнорит, да. А знаете, почему он вас игнорит? Потому что есть какая-то... Я даже скажу, если мужчина вас, девочки, игнорит, сразу говорю, девушка, женщина с рыжими, красными там волосами, короче, рыжая, девочки. Есть там какая-то рыжая, красные волосы, которая лезет прям на него. А что ты сегодня будешь делать? А что ты будешь то? Все, короче, дергают его. Если игнорит вас, то там есть рыжая. Прям чувствую ее, я вот ее чувствую прям. Ладно, давайте посмотрим. Тут по картам тогда объяснимся, что он хочет, девочки, да. Он еще сам не знает, что он хочет до конца. Ему интересно, что происходит в его жизни, да, но он в плане половой активности и в плане активности по отношению к женщине, он, девочки, пока никакущий, да. То есть его надо понемножку, его нельзя нахрапом брать, ему надо привыкнуть, ему надо общаться, с ним надо просто проводить время, когда он готов это время проводить. Все, что больше, когда мужчина не готов, когда у него было, извините меня, 3 года дрочки, а потом вдруг он встречает шикарную женщину, он не может так быстро за ней начать ухаживать. Ему надо еще привыкнуть к женщине, что, оказывается, с ним может кто-то разговаривать. Если он вас игнорит, девочки, там есть другая, которая прям с ума сходит по нему. Небольшого, кстати, роста. И вот волосы прям рыжие какие-то вижу. Ну, кому какой рыжий цвет, девочки, от рыжего до красного. Что-то в этом роде. И причем вот не вытянутые утюжком, а вот такие, знаете. Вот я просто со спины прям вижу эти какие-то рыжие волосы. И вижу, что эти рыжие волосы стоят между мной и им. Но я-то гадаю от вашей вы имени на этого мужчину. Я хочу на него посмотреть, я не могу, потому что там баба.
Но это при условии того, что он вас игнорит. Если вы вместе с ним, девочки, да, этого не касается. Если вы с ним, то немножко будьте с ним потише, да. Дайте ему дни для стрижки ногтей, для помывки, для там стирки и все остальное. Потому что он как-то еще даже до конца не понимает, что с ним происходит. Так, что он ждет? Давайте посмотрим, что он ждет. Он ждет от этой жизни, знаете, какого-то графика. Он хочет жить по какому-то графику. Если этот мужчина не работает, он очень хочет устроиться на работу, значит, да. Либо записаться, я не знаю, куда там, спортом заниматься или еще чем-то. Ему очень сильно хочется какого-то графика. Куда-то ходить к какому-то определенному времени и чем-то в определенное время заниматься. А сейчас у него какой-то раздрай такой, да, который ложится не только там на его работу, но и на его отношения с теми же женщинами и с вами же. Раздрай какой-то. А ему хочется графика. Так, и о чем он волнуется? А волнуется он как раз-таки о том, что у него этот раздрай какой-то происходит в жизни. Он не может собраться, знаете, такой вот рассеянный, но даже не по своей воле, потому что вокруг какие-то обстоятельства, все происходит, что-то происходит, он не может собраться. Вот такие вот дела. Давайте, знаете, как посмотрим? Сейчас на демоническом таро посмотрим его. Что он хочет, что он ждет и о чем волнуется. Что он хочет, что он ждет и о чем волнуется. Давайте посмотрим, что он хочет, что он ждет и о чем волнуется. Ну, девочки, знаете, спокойно его можно. Он спокойно, ничего страшного. Но тут мечи пошли дальше. Но сейчас посмотрим еще. У него девочки, вот я вот просто думаю, говорить это в Ютубе или не говорить, да, такие темы. У него в этом году, в 21-м, да, он узнает о чьей-то смерти. Ну, о смерти какого-то даже близкого человека. Это будет как-то неожиданно. И он будет на похоронах девочки. Он в этом году, да. Не буду говорить еще больше, да, но что-то такое будет. И он боится потерь, этот мужчина. Он боится потери. Ему тяжело дается, когда люди уходят с его жизни. И женщины, когда уходят, друзья уходят, родственники уходят, да. Но его это ждет. Почему-то мне выпало такое, что что-то не очень хорошее. Ладно, давайте еще посмотрим. Вот у этого мужчины, кстати, почище считается его даже будущее, да. Если уже такие вещи из будущего идут, то он такой практически чистый у вас, девочки. Не тяжелый мужчина. Тройка мечей. Что ты тут еще выкинешь? Ничего особенного, девочки. Башня, туз кубков. Если этот мужчина, когда он женится, девочки, кстати, он будет жить у жены своей. Да. Такие вот дела. Ничего такого тяжелого здесь у этого мужчины нет, да? Чего он хочет, что он ждет и о чем волнуется, девочки. Ни о чем он не волнуется. Он живет нормальную такую человеческую жизнь, да. Никаких таких супер страстей Санта-Барбара у него не происходит. Он немножко в раздрае, он немножко рассеянный, да. Но он соберется, он верит в свое лучшее будущее. И какой-то неприятный такой вот момент будет с какой-то утратой, да, связанный. Но он тоже восстановится после него.
И этого мужчину, девочки, надо забирать к себе. То есть у него будет удачный брак и вообще удачные отношения, когда он идет к своей женщине жить. То есть не забирает ее к себе в свое жилье, а хотя бы нейтральная территория, где вы должны быть хозяйкой. Или это ваше даже жилье должно быть. Вы должны ему что-то предложить. Или... Короче, успешно будет, когда вы ему предложите, например, вместе жить, там тролливали, и на вашей территории. Тогда будет успешно. Вот это тот мужчина, который не к себе забирает, а который идет за своей любимой, да, и вот надо его забирать, этого мужчину. А так, в принципе, знаете, но фишка в том, что вот этого мужчину очень легко пробивать на его будущее, да. Вот на будущее прям видно, да, как чистые как чистые стекла такие идут друг за другом с какими-то такими этими событиями с его жизни. Читается чистый, девочки, он чистый, понимаете? Чисто читается будущее, а не у всех. Точнее, у многих будущее чисто не читается, а у него нормально так. Вот этот ваш мужчина, девочки, третий вариант, он такой, знаете, безвредный. Если кто-то думает, тут Альфонс, там, ворюга какая-нибудь, или говно, хамло и вампир, да, нет, мои дорогие, нормально, хороший мужчина. Просто он такой вот, мишка. Иногда косолапый, как говорится, и все. Но от него никаких неожиданностей не будет. Он не ставит подножки. Вот не ставит такие вот подножки, от которых специально что-то плохое сделать. Нет. Если что-то такое даже плохое, он пытается не быть виноватым ни в чем. Ничего такой, девочки, мужик-то выпал. Ладно, давайте посмотрим четвертый, девочки, вариант. Что он хочет, что он ждет и о чем он волнуется. Ху-ху-ху. Я-то думала, тут четвертый вариант будет простой, как спортивные носки. Нет, мои дорогие, ох, вам тут и выпало, да? Чего он ждет, чего он хочет и о чем он волнуется. Мама дорогая, девочки, луна выпала. А луну просто так не расскажешь. Что он хочет? Хо-хо-хо! Аркан дьявола выпал, девочки. Поздравляю, дьявол, луна. Что у нас еще интересного здесь выпадет? Что он ждет? Паш воды у нас выпал. О чем он волнуется? Боже мой, рыцарь воды выпал. Боже, девочки, какую интересную вы личность загадали. Просто какого-то, я не знаю, белого волка, девочки. Загадали вы сюда. Пушистого, вычесанного, пахнущего вкусным шампунем, каким-нибудь запахом шампуня, намыленным. Капец. Я в шоке. Насчет того, какая он личность, девочки, да. Тут по-любому либо творческая личность, либо вот такой вот какой-то актер даже, да. У него очень много талантов. У него реально очень много талантов. И он будет, если его еще, знаете, в хорошие руки, да, продавать, как говорится, в цирке показывать или еще где-нибудь, да, то на нем очень можно даже очень неплохо заработать. Вот когда человек где-то в чем-то талантлив, у него должен быть рядом какой-нибудь маркетолог, продавец, который умеет продавать таланты другого человека. Есть куча очень толковых и хороших ремесленников, людей, которые умеют очень хорошо какие-то вещи делать, да, что днем с огнем не сыщешь. Но они не умеют себя продавать, они не умеют оказывать эти услуги, общаться с кем-то, да. И вот его, девочки, если им заниматься, то тут очень много на нем можно, короче, и заработать даже денег. Он в чем-то очень талантливый, да, он одарен чем-то. Но что не лишает его легкой придурковатости и шизанутости, да. То есть луна, девочки, это такая карта, она еще и сигнификатором у него выпала, да. Она выпала главенствующей картой у него. Что такое луна, девочки? У луны, как говорится, есть и затмение, и убывающее, и растущее, да. И полнолуние, девочки, есть. Там есть все.
глубокая личность. Вы никогда не поймете, если вы не будете вот глубоко с ним общаться, даже вот языка одного мало. С этим мужчиной можно общаться даже нажимая на него пальцем и передавая ему какую-то информацию. Он из этой информации будет лепить какое-то творчество, да. То есть его очень надо понимать, этого мужчину. Возможно, также это, девочки, может обозначать, ну, если в таком, в плохом варианте, это может быть какой-нибудь шизофреник, биполярник, это может быть расстройство личности какое-то, может быть. Либо может показаться, что у него расстройство личности, но то, что ему нужен особый подход, это факт. Ну, не каждый его поймет. Вот у меня, например, есть и были даже вот такие, знаете, друзья хорошие, которые у меня тоже с какими-то своими приветами, да, но мне так нравится, они иногда такие вот вещи говорят, да, которые не каждый поймет. И некоторые такие суровые, там, я не знаю кто, могут сказать, типа, вот, чуть дебил, что ли, да. А я, например, понимаю, а иногда даже себе на вооружение беру некоторые такие какие-то придурковатые советы, но что-то не тупизм, нет, они не тупые. Многим может показаться, что... Но посредственность, когда есть у человека, то вот этот ваш мужчина может тем посредственным людям показаться тупым. Но он не тупой, он своеобразный. Его надо понимать. Но это еще не все, девочки. Это ладно, если бы просто луна у него выпала. У него выпал 15-й старший аркан дьявола, девочки. То, что он сносит крышу девочкам. И не только девочкам, но и мальчикам, девочки. Это вот факт. И так как соотношение Луны и дьявола выпало, я вам скажу, что... А вы в курсе, мои дорогие, что по нем могут сохнуть не только девочки? Вам в голову это никогда не приходило, что вашего этого мужчину могут хотеть и другие мужчины, девочки? А я не просто так это говорю. Луна, дьявол, паж и рыцарь. И если рассматривать это, девочки, насчет любви и интересов, либо он у вас бишка, либо, девочки, тут очень сильно фонит рядом с ним кто-то в голубом цвете, да, с радужной какой-то повязкой. Ну, я про что говорю, девочки? Гей. Вы у меня там про Пикового недавно говорили, да? Выложила фотку Цискоридзе в майке, где изображена карта Пикового короля. И некоторые девочки, а что, Пиковый король Сергей тоже гей, как Цискоридзе? Если честно, я не поняла связи, да? Я просто про майку говорила, что там Пиковый король изображен. Но очень много начала задавать вопросов, а гей ли Пиковый? Да. Ну, девочки, а тут реально похожая такая тема. Был ли мальчик? Короче, девочки, у вас есть конкурентка. Да, и тоже и он тоже может накрасить губы, и он тоже может одеть платье и сделать декольте. А вы что думали? Что только вы можете там как-то его соблазнять? Нет, мои дорогие. Он тоже может одеть парик с длинными там какими-нибудь волосами, накрасить губы и даже сделать ваш образ. И все, тогда и может увести у вас мужика, девочки. Ну, я тут не стебусь, девочки. Это что выпало, то выпало. Я просто представляю, если у него какой-то друг есть. А сейчас же, кстати, много так мужчины, да, друг на друга реагируют, иногда рассматривают, да. И представьте, у него есть какой-нибудь друг, который на него давно его любит. И не дай боже, ваш мужчина приведет вас в эту компанию к своему другу, который его давно любит. Ну, короче, либо он, девочки, пробовал что-то. Хотя я вам скажу, вот у меня мой друг, девочки, водолей, мужчина, мой друг,
такой очень симпатяшный, няшный такой вот водолейчик, да. Он живет, короче, в Варшаве. Он женился, девочки. Но между нами он, короче, работал на геев, да. Эти геи ко мне переходили, там, я сколько этим геям гадала, там, кто кого любит, кто кого не любит, да. Ну, такие интересные они все были. Есть геи, которые такие альфа-самцы, а есть геи такие, знаете, ой, да не говори, там, ну, короче, девочки такие с накрашенными ноготками. Но вот этот мой друг, он был все время строго гетеро, то есть он любил все время женщин. Но он настолько насмотрелся на геев, что он познакомился на сайте знакомств с каким-то парнем геем, и у них в подъезде было. И он говорит, ты знаешь, мне понравилось. И потом у него было второе свидание уже в парке, в лесу с этим же геем, девочки, да. А потом он благополучно женился и родил ребенка, и все у него хорошо, он это не вспоминает. Но у него было. А сейчас такое время, девочки. Ну, короче, по нем чахнет кто-то. Ладно, ну давайте по-другому, девочки, посмотрим. Чем мы будем про геев говорить? Мы должны тут гетеропары строить, в конце-то концов. Не будет же Василий какой-нибудь от него рожать, правда? Пал Палыч тоже не родит от вашего этого мужчины. Так что пусть он лучше думает о гетероотношениях. Так, давайте посмотрим, девочки, что он хочет, этот ваш мужчина. Что он ждет и о чем волнуется. Вот смотрите, да? Интересный момент. Выпадал 15-й старший аркан дьявола, и на его месте выпала смерть, да? Дьявол и смерть выпадает на слова, что он хочет. Тут что-то такое запретное какое-то, что-то, блин, не дай боже, девочки, что-то в тему гейства ушла. Что-то запретное он хочет. Ладно, давайте посмотрим на карту, что он ждет. Блин, рыцарь огня выпал. И что он, о чем он волнуется? Десятка земли. Вот тут ваш мужчина, этот, да, вот такое ощущение, что он как поступил в театральное, да, и новая жизнь, в котором ты можешь попробовать себя в разных амплуа. И вот эта вот луна, она просто расстраивается, рассемеряется, понимаете? Тут я много лун вижу, да, то есть он вот эти вот какие-то таланты и в разных совершенно ипостасях себя пробует. Но вот этот гей, он тоже не просто так тут выпадал. Не просто так тут выпадал этот гей, девочки. Другой. Может реально в ипостаси другой хочет себя попробовать. Ну, короче, тут капец. Но давайте на демоническом таро посмотрим. Что это такое вообще? Что это за дела? Что тут за дела начались такие? Неприкрытые. Так, давайте посмотрим. Так, загадаем опять этого мужчину, девочки. Подумайте о нем, чтобы не разъезжался расклад. Что он хочет, этот мужчина? Что он ждет? И о чем волнуется? Вот, теперь нормальные пошли, девочки, карты. Две королевы выпали. Королева мечей и королева кубков. Я вам скажу одну вещь, девочки. Если вы вдруг... Не играйте с ним сейчас в длинные игры. Не надо с ним играть. Если у вас есть желание с ним, девочки, сойтись в каком-нибудь таком... Сойтись в связи физической, я имею в виду, заняться с ним волшебством вы хотите, не надо медлить, потому что волшебством он может невзначай заняться с другим человеком. И это будет не женщина, девочки. Вот реально просто.
Луна у него очень сильная сейчас. Вот это вот его в голову, знаете, в голове щелкнуло, рубильник отключился, он что-то это сделал. Потом, типа, как будто это не было. И то, что тут две королевы выпало, девочки, я вам серьезно говорю, у вас есть это... Королева с мечом. Угадайте, кто это королева с мечом? Королева с мечом, девочки. Это тот, который хочет... Я не могу даже трактовать этот расклад. Там у вас выпадали тоже две фигуры. Паж воды, кубковый, да? Паж кубковый и рыцарь кубковый выпадали. Червовый паж и червовый рыцарь. Здесь на демоническом таро перевоплотились карты. И получилось королева мечей и королева кубков, да? Это девочки, это там... Как это сказать? Как вот подобрать так слова, да? Короче, у вас есть соперница мужского рода. Соперница, потому что, скорее всего, кто он тогда? Пассив или актив? Если он соперницей. Что он пассивом хочет быть, этот другой? О, блин. Ну, короче, тут точно. Тут все. А вы думаете, что в 60 лет такого не может быть? Тут, девочки, не надо зарекаться. 20 ему, 30, 40, 50, 60. Сейчас мир такой. Или это может обозначать... Ну, я не буду говорить уже такие. Ну, ладно, скажу. Может, это секс втроем, что мне тут фонит, девочки. Еще один половой этот... Но это не измена. Тут не назовешь, что он одну выбрал, другую выбрал. Нет, это вот я тут не говорю вам в таком виде, как оно есть. Тут или ЖМЖ, или МЖМ, девочки, либо это два мальчика и девушка смотрит этот расклад, да. Блин, тут что-то такое. Я бы, девочки, так сказала. Если у вас вы с ним спите, вот мягко говоря, да, вы с ним спите, то давайте поближе как-то. Не надо тут из себя строить, да, но лучше переспать на самом деле, если вы уже с ним спите. Либо как-то обращать его внимание на свои женские формы, того, чего нет, извините меня, у той мечевой королевы, понимаете, с яйцами. Его надо как-то, знаете, в свою, может быть, сторону. Потому что будет грех, девочки. Не будете смотреть за этим мужчиной, он идет в грех. И я не просто так это говорю. Там выпали, смешно-то смешно, но выпал этот 15-й старший аркан дьявола, потом в смерть, потом две мужских карты перевернулись в две женские стали, то как бы... Это серьезно. Причем, если бы тут любой какая-нибудь троечка, двоечка, что-нибудь такое выпало, я бы сказала, что это его фантазии. Но это ни хрена не фантазии. Это, девочки, луна, которая бьет в голову, и это будет, если им не заняться. Если вы не можете до него, как говорится, достучаться, виртуальный секс, девочки. Не обязательно снимать это вот трусы в реале, да. Займитесь виртуальным делом на словах, без фоточек. Просто эти вот какие-нибудь интимные разговорчики. Тут его надо в свою сторону склонять, потому что мужик пойдет по рукам, по мужским. О, Светлана говорит, не спим, мы далеко, он замуж позвал меня, скоро приехать должен. Света, ты с ним вот так вот посюсюкайся с ним, поласковее будь, потому что вот что-то, видишь, на твоего мужика какое-то влияние такое. Это не друг, это нифига не друг, это мужчина, который интересуется другим мужчиной. А почему он понравился? Потому что, смотрите, какой он лунный мальчик, да, он сдалека напоминает би. То есть геи, например, многие геи бы назвали вашего мужчину геем не потому, что он там в пупок не прикрытый с пирсингом или еще что-то, потому что они к нему тянутся. И женщины тянутся, и мужчины тянутся, понимаете? В сексуальном плане он интересует и тех, и этих.
Ну, давайте еще хотя бы немножко посмотрим, что он хочет, что он ждет и о чем волнуется. Что он хочет, что он ждет и о чем волнуется. А тут вот выпали уже спокойные карты. Что он хочет? У него в ближайшее время будет какой-то завал на работе, либо он прям вообще он будет, короче, работать с утра до ночи, с ночи до утра, девочки. Очень большой напряг на работе, вот такая волна в ближайшее время будет, в ближайшую неделю, да. Дальше посмотрим. Так, посмотрим, что он ждет. А он ждет, девочки, чего-то. Десятка кубков чего-то ждет. Чего-то ждет любовного такого. Ожидает, но и не торопится. Любви именно, да, не то, что там секса, а именно любви. А по пятерке воздуха, от чего он волнуется? Что у него что-то не получится. Встретиться в реале не получится. Вот чего он боится. Ну, короче, вам надо усиливать свое женское внимание на него, девочки, обращать. Кстати, вот закончится убывающая луна, начнется растущая девочки. Так что, если кто магичит, да, делайте что-нибудь на растущую луну для того, чтобы укреплять ваши отношения с ним. А он у вас лунный, тут все можно делать с ним. Насчет магии, да, все на него будет ложиться, спокойно, нормально работать. Главное, чтобы какого-то вы тоже там чего-то не очень хорошего не делали, да. Но он такой клевый, я бы даже сказала. И это хорошо, что к нему и мужчина, и женщина тянутся, девочки. Он может быть очень известным. Его как-то надо раскрутить. Знаете, это как человек, домохозяйка, у которой очень хороший голос. А она как споет, то, блин, лучше там, как говорится, лучше самых крутых певцов споет. Ну, короче, у него очень много талантов. Его бы развить, да, то его реально можно как продюсер продавать, вот этого мужчину. И то есть он может реально хорошо зарабатывать деньги, если кто-то ему поможет продавать его луну, да, продвигаться. Он не из тех людей, которые будут, знаете, молотком по деталям бить на заводе. Нет, это не его работа. Он так никогда не разбогатеет. А если вот взять продюсирование над ним, да, агентом быть его, к примеру, то очень даже и прикольные шансы у этого человека вообще стать известным в этой жизни. Так что, девочки, не бросайте его. Хороший мужик. Ладно, мои дорогие, вот такие вот дела, вот такое вот было гадание, мои дорогие. Я вам скажу, довольно-таки странное, но интересное, как по мне. Все, мои котики дорогие. Посмотрите какой-нибудь фильм. Могу вам посоветовать, кстати, да. Кстати, у Моргенштерна, если кто слышал такого, у него такую, он песню выпустил, мне не особо понравилось. Там, где он в костюме Папы Римского, уже там метеор падает или взрывает землю. Короче, там такое все. Я волна, новая волна, там еще. Но фишка в чем, да? Он там налепил, и я вспомнила этот фильм. «Молодой папа» называется. Сериал. Он сложный. Он для тех, кто любит подумать, да. Очень интересный фильм. И еще я там очень тоже много нашла магии. И у меня, если честно, при просмотре 2 первых серий, у меня волосы дыбом становились от того, что там такие секреты раскрываются, которые как бы нельзя раскрыть. Да вы что гоните в сериале такое говорить, да? Но потом я успокоилась и нормально смотрела. «Молодой папа», если кто смотрел. Причем, знаете, как интересно мне этот фильм посоветовали? Кто-то ошибся номером на мой WhatsApp. Приходит сообщение: «Здравствуйте, Алексей. Типа, вы интересовались робототехникой в Шанхае или в Сеуле, я не помню где, да? Типа, вы бы не хотели дальше продолжить разговор про какого-то робота, да?» Но я посмотрела и не ответила, думаю, ну ошиблись и ошиблись. Проходит время, и они так, он спрашивает, ну у вас, конечно же, фотография не Алексея стоит, но это не наше дело.
Да, и я уже не выдержала, тоже пишу. Знаете, я говорю, я тоже не знаю, как Алексей выглядит после Сеула. Возможно, он сменил пол, но это тоже не наше дело, да. И, короче, что-то мы начали хихикать и переписываться с незнакомым человеком, да. И он мне говорит, а вы смотрели фильм этот «Молодой папа»? Я говорю, нет. Ну и, короче, он мне посоветовал, я начала смотреть. Я сначала подумала, что, блин, этот человек меня знает. Откуда он знает такие фишки, которые в этих... И знаете, мне даже так стало страшно. Но фильм такой заманчивый, интересный. Не каждому он зайдет, но крутой. Вот даже чуть-чуть посмотреть для себя, да, э, там такие вот разговоры эти, а ведь это на самом деле очень похоже на правду, девочки. Все, мои дорогие, спасибо вам за внимание. Пусть у вас все будет хорошо. Хорошего вам вечера. Много здоровья, много денег, много любви. Пусть вас любят мужики, как никогда не любили. Как в последний раз, девочки. Дэвид Линч тоже мне, девочки, нравится, да. Все, мои дорогие. Пока-пока. Люблю, целую, обнимаю.